Итак, суть ведьмы. Продолжим дальше. Друзья мои, самое главное в ведовстве, не в ведьмачестве, а в ведовстве. Самое главное в ведовстве – это благодарность. Благодарность к силам, к богам, к духам, которые с тобой, к предкам и к своим учителям. Это самая наивысшая мера благодарности. Поверьте мне, что если вы нагадили на тот стол, откуда ели, рано или поздно вам эта расплата придет. А если человек еще и сделает специально, чтобы вы расплатились, то придет еще быстрее. Порча не совершается за 1-2 дня. Порча имеет особенность прилететь в тот момент, когда ты особенно не ждешь. Когда все сделано, здесь сказано, здесь обмануто, здесь насочинено, здесь, значит, сказаны самые там последние слова и так далее. И все вроде сошло с рук, и все хорошо. И в какой-то момент, когда ты уже расслабилась и подумала, что все прошло мимо тебя, оно тебя просто бьет по голове. Все. Так это и прилетает. Поэтому думать, что порчи должны прям за 5 минут начать работать, это смешно. Потом, пока мы держим в себе обиду, пока мы злимся, этого не происходит. Стоит нам отпустить эту ситуацию, забыть, все, игнорить, махнуть рукой. И то, что мы провели, сразу достигает цели. Сколько людей пострадало от ведьм, не сосчитать. А сколько людей было спасено ведьмами, не сосчитать тем более. Мы не можем быть ни злые, ни добрые. Нам не позволено быть в какую-то сторону, понимаете, принимать. Просто не позволено, не разрешено и все. Не имеем права быть хорошими или плохими. Мы должны быть теми, для чего нас родили на свет. Нас приводят в этот мир через физиологических родителей, через людей. Но в любом случае мы не дети этой семьи, мы не дети той семьи. Мы дети тех сущностей, которые нас знали до рождения. Они нас и приводят в ремесло. Они нас оберегают. Они убирают тех, которые мешают нам на том пути, на этом поприще, потому что это очень непросто и нелегко. Так вот, древние ведьмы, почему они уходили, обособленно жили где-то на краю селения? Дорогие друзья, когда ты понимаешь, что когда тебе нужны деньги или что-либо, вот конкретно вот это, и ты просишь, и тебе дается в тот же день или на следующий, ты расслабляешься, ты знаешь, что ты всегда будешь получать, а значит, деньги отходят на второй план. Да, они нужны. Мы никому ничего не обязаны и не должны. У нас адский труд. Мы после болеем, мы после перенимаем это все на себя. Мы платим своей судьбой, да? Мы очень много дарим и так делаем. Но я бы не сказала, что деньги у нас идут на первом месте. Это не понять простому человеку, но человек моей профессии понимает меня с полуслова. Поэтому нет нужды что-либо объяснять. Второй момент. Ведьма не перестает быть ведьмой, когда наводит порчи. Наоборот, она становится ведьмой. В тот момент, когда она учится давать отпор, мстить, ставить на место и вредить тем людям, которые слишком о себе многое позволили. Поэтому говорить о том, что ведьма перестает быть ведьмой, когда начинает порчи делать, это самое, что ни на есть тупость на земле, на белом свете. Потому что людей всегда волнует тот человек, который умеет делать и зло, и добро. Если ты умеешь делать порчи, значит, ты умеешь их и снимать. Согласны со мной? Значит, твоя сила существует, она есть. А как ты это используешь, это твое право и твое дело, исходя из твоих моральных принципов.
А сила дает всегда адекватным и высокоморальным людям. Всегда. Как бы там ни говорили. Для того, чтобы ведьма вышла из себя, ее нужно очень долго и очень интенсивно выводить. Но когда уже вышла из себя, то начинается вой, крик и ужас. Некоторое время ощущение такое, знаете, когда вот мухи приближаются, да, к паутине, и паук затаился спокойно, и мухи там ля-ля-ля, тра-ля-ля, а нам ничего не будет, и упали туды. И все, собственно говоря. Паук ждет нужного момента, и более ничего. Поэтому те мухи, которые лялякают, троллякают, мол, все хорошо, мы летаем, ну, долетайтесь. Много было таких, которые летали, и что-то их не видно, не слышно, непонятно. Одна мадам, которая сняла какую-то ерунду очень давно, с 2014 что ли года, я даже не знаю. Мои старые друзья знают в Одноклассниках, и когда она перевернулась в своей машине, она написала статус. Ингу больше не трогаю, хочу жить. Я сказала, все, живи. Теперь можешь жить. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, так бывает не только в моем ремесле, в моем случае, со мной, так бывает с каждой ведьмой, с любой. До 40 лет нас просто все соки выжимают. Мы не шоу-маги, чтобы подниматься сразу на каких-то передачах. Нам это не нужно. Вы не представляете, какой-то момент бывает такой вот, настолько это не объяснить словами, когда нас куда-то приглашают, мы вроде не против, потом последний момент не хочу и все. Не хочу я сниматься, не пойду. Не хочу, потому что мой график нарушится, потому что я хочу встать, когда хочу, потому что я ночью должна работать, потому что у меня там столько заказов, потому что... Не пойду, все. Может быть, со стороны человек скажет, ну, не в себе женщина, там же слава, там же столько, там же признание, понимаешь? А она не хочет. Она не хочет, потому что она знает, что там случайная публика. Это та публика, которая тебя не знает, которая не понимает тебя, не воспринимает тебя как нужно, может, всерьез не воспринимает. Вот в чем дело. Она тебя не знает, а значит, тебе нужно будет с нуля начинать, показать, кто ты есть этой публике, прежде чем начнешь им помогать. Согласны? Поэтому стремление к славе, вот эти все шоу-маги, которые приходят, умирают, уходят в небытие и так далее, люди силой, не уходят в небытие и не приходят из ниоткуда. Они все равно когда-то в юности, в молодости должны были быть известны. Это всего лишь хорошо раскрученные такие, знаете, проекты. Ну и хорошо они отвлекают население от всего, от кризиса, от всего, поэтому спокойно это все смотрится. Вот они развлекают, они как клоуны. Иногда там посмотришь на этих развлекающих, это ужас просто. Все амулеты мира, которые существуют, повесили и все такое. И, к сожалению, вот из-за таких легкомысленных людей, которые непонятно откуда выскочили, отношение к магии меняется в худшую сторону. Увы, незаслуженно, да? Но со временем потом появляется такое очищение, какой-то период очищения, оздоровления, вот магической вот направленности и всего этого. И по новой. В последнее время я заметила, что возобновилась вера в древних богов. Видимо, религии мира исчерпали себя, люди устали от постоянной крови, от постоянного ощущения того, что ты грешен, что ты такой-сякой, вот это чувство неполноценности и так далее. Они стремятся к свободе, к свободной вере. Они стремятся к тому, чтобы уважать своих богов, просить и получать от них, не боясь за это расплатиться только потому, что там хотеть жить хорошо, нескромно и прочее, прочее. Становление ведьмы – это очень болезненный и долгий процесс, дорогие друзья. Ведьма призвана в этот мир на всю жизнь, на века. Она не может быть бывшей ведьмой или будущей ведьмой. Порча не делает ведьму
уже не ведьмой. Порча делает ведьму уже, как вам сказать, прожженной ведьмой, уже настоящей ведьмой. Потому что ведьма начинает переходить в колдовство. Никогда в жизни не верьте ерунде о том, что настоящая ведьма не делает порчу. А кто же целый род портит? А кто же изводит целые города, если это все так страшно? Ведьма не платит ни за что. Объясню почему. Если бы сила не хотела, чтобы ведьма это сотворила, она бы не дала ей волю это сделать. Она бы не помогла ей, не подсказала бы ей, как это навести, что это делать, и это бы не получалось у нее. Когда это получается, когда она находит слова, которые надо говорить, и когда это колесо крутится, это значит, что все, что произошло, произошло с одобрения силы. Вы идете со своей матерью на улице. Вашу маму кто-то обидел, оскорбил, послал. Вы будете спокойно стоять? Если вы будете спокойно стоять, или вы скажете, я тебя прощаю, потому что я человек, и даже если ты мою маму оскорбил, ничего страшного, я же человек, не могу тебе морду набить. Ваша мать на вас обидится. Но вы должны заступиться за свою мать. Правда? Вы набьете, а может и убьете его. Кто его знает, как закончится ваша ссора. Но вы заступитесь за свою мать. Да. Вот ведьма должна заступиться за ту силу, которую попирают. Через нее. Если даже ей говорят о том, что она никто, если даже ей наносят оскорбление, они оскорбляют эту силу, потому что она, как вам сказать, грамотно, оператор называется, передающий, да, звено, мост между людьми и духами. Духи не могут сами прийти в этот мир, вот передавать именно. Они передают через людей, они выбирают человека до рождения, помогают ему родиться, расти, оберегают его, учат его, окрепляют его, где-то делают его более такой жесткой, проводят через все испытания, Крым и Рим, и медные трубы, и все на свете. И когда она уже становленная ведьма, вы говорите, что все, силы решили, что она уже не ведьма, и ушли. Вы дураки, определенно. Но любое слово, сказанное в ее сторону, это оскорбление в сторону тех сил, которые привели этого человека в мастерство. Запомните одну вещь. Человек, который давно в этом ремесле, человек, у которого есть столько заслуг, человек, которого благодарят много людей, этот человек не может не иметь силу, понимаете? А значит, вы оскорбляете эту силу. А если вы оскорбляете силу, и ведьма будет молча терпеть, то ведьму за это накажут. Так что, дорогие мои друзья, дело в том, что как раз-таки за порчу не наказывают ведьму, а поощряют. За то, что она заступилась и защитила. И силам абсолютно по барабану. Кого ты там успокоишь? Родителей ли, детей ли тронешь? Им все равно. Чем более жестоко ты сделаешь, тем больше поощрений в твою сторону. Что ты защитила ту силу, которую оклеветали, высмеяли. Согласны со мной? Так, следующий момент. Связь с духами. Первое, что должно быть, связь с духами, первый показатель – это ясновидение. Когда человек вам говорит вот точно так, как у вас есть. И неважно, карты он кидает, кости он кидает, это абсолютно не имеет значения. Некоторые рекомендуют смотреть через скайп, только тогда можно верить. Это все ерунда. Откуда вы знаете Таро? Если человек вам хочет вытянуть якобы плохие карты, то есть напугать, но чтобы вы видели, только тогда поверили, то она может несколько колод перемешать, самые плохие карты выбрать оттуда специально, перемешать, и какой бы ни вытащит, будет смерть или разрушение. Согласны со мной? Это не показатель того, что человек вам говорит правду, или человек видит, или у него есть сила. Сила – это когда человек тебе говорит определенную мелочь твоей жизни, которую знать не мог. Этот человек сильный, этот человек видит. Этот человек знает, в чем причина твоих бед и как это убрать и исправить.
Потому что по-другому это не объяснить. Если есть ясновидение, есть сила с духами. А значит, это ведьма. Нет ясновидения, как бы человек ни философствовал, сколько бы он умных книг не прочитал, что бы там ни было, она ведьмой себя называть не вправе. Ну и ведьмаком. Я просто сейчас говорю о ведьмах, поэтому учтите, что я говорю о профессионалах. Теперь о нравах ведьм. Скажите мне, пожалуйста, в детстве вас водили когда-нибудь там заговорить грыжу, снять испуг с глаз или какие-то другие болячки, или просто там снять недуг с человека возили? Вот. Скажите, вы видели много там таких ласковых, добрых ведьм? Много? Садись, молчи, не спрашивай, туда смотри. Стой, не двигайся. Буду читать, там будет колотить, терпи. И так далее. Они были очень строгие с людьми, потому что только строгостью можно спасти человека. Пришел человек к тебе и плачет. Ой, у меня несчастье, несчастье, горе, горе какое, горе, горе, огорчение. И ты рядом села и начинаешь плакать и утешать. Ты спасешь этого человека? Нет, ты его вгоняешь в эту бездну еще хлеще. Если ты хочешь спасти человека, ты должна трезво с ним говорить, четко, ясно и строго. Так, вот у тебя это то, или мы это исправляем, или ты идешь дальше плакать. Выбирай. Ты должна успокоить, точно так же, как и врачи, которые забирают человека в операционную, не плачут, стоят, а хладнокровно режут, зашивают, пытаясь спасти ему жизнь. А ведьма спасает душу. Если врач неправильно зашьет, человек может умереть, может заразиться. Если ведьма неправильно снимет и неправильно сделает, и не сделает так, как надо, врач лечит тело, ведьма душу. Точно так же занесет туда, в душу, инфекцию, можно сказать. Я говорила, что, и еще раз повторяюсь, что вот эти сказки про реинкарнацию и прочее, конечно, пусть верят люди, я ничего не говорю, кто хочет, пусть верит. Но когда вы приходите к профессионалу, вы не должны зацикливаться на том, кем были в прошлой жизни. Человек должен видеть вашу сейчас жизнь, что у вас происходит, как, и он должен попасть в точку. Эталоном я всегда беру древних ведьм, древние времена. Почему? Потому что в те времена более было чище вот это ремесло, да. Если бы женщина объявила себя ведьмой в селении и не могла бы ничего делать, ее бы забили камнями. Так вот, если она объявила себя ведьмой, она должна была оправдать настолько это название, чтобы ее боялись, обходили стороной и тайком ходили к ней по ночам за помощью. Но они должны были знать, что она ведьма. Почему их боятся? Не потому, что она там кому-то грозится или говорит, а потому что испытали эту силу. Никогда не слышали там, вот там Матвеевна, кому пожелает, умирают. Кто с ней поссорился, она прокляла, умер. Это так сделала, она сказала, и через некоторое время у них дом сгорел и так далее. То есть люди просто так не боятся. Люди испытали эту силу, поняли. И теперь они все кланятся. Здравствуйте, там, моя дорогая. Как вы поживаете? Как здоровье? Подхалимничает. От страха. Так оружие ведьмы-то должна быть какая-то. Если ведьма раскрывает тайны семейные, которые не всем дано и не всем приятно, когда открывают и говорят, этой ведьме нужно какое-то оружие, какая-то защита у нее должна быть, чтобы ее не сожрали, не стоптали. Скажите мне, пожалуйста, вы бы уважали ведьму, которая бедная и несчастная, которая оскорбляют, плюют в лицо, а она дальше пошла? Вы бы такую ведьму уважали? А вы бы уважали ведьму, которая за одно слово в ее сторону сметет весь род? За одно слово наведет просто безумие, и вы это безумие увидите, это безумное поведение, безумные ролики и прочее. Вы будете уважать такую ведьму? Я думаю, что да. Мы всегда говорим о доброте, о жалости и прочее, прочее, но в то же самое время с великой радостью топчем, уничтожаем тех, которые добрые. И со страхом и трепетом мы относимся к тем, которые совсем не добрые к нам, которые нас сразу ставят на место. Согласны со мной? Эталон древних ведьм. Разве они были такие уси-муси-буси? Они были жестокие люди, они были жесткие люди. Но к ним шли, особенно к знахарям. Вспомните, как они общались с народом-то. Люди могли ночевать на улице, он мог не принять несколько дней.
мог послать куда подальше. Просили, умоляли, потому что понимали, что кроме него никто не сделает. И никто не смел их оскорблять. Поскольку сейчас появилось очень много всяких разных передач и прочее, прочее, люди подумали, что ну все они такие же, ну какая разница? И там такие же, и тут такие же. То есть иногда люди, путая, могут натыкаться на настоящую и не понять, что они натворили очень нехорошую вещь на самом деле. И могут за это расплатиться. Так что, дорогие друзья, становление ведьмы, прежде всего, это изначально данная сила. Потом ясновидение, которое очень сильно проявляется, с годами усиливается очень. Так что ты, глядя на фотографии человека, уже можешь понять, что у него. Следующий момент идет ритуальная магия. У каждой ведьмы есть книга теней. И там записаны свои наработки. У каждой ведьмы они есть. Кто-то показывает, кто-то не показывает. Мне нравится показывать, учить. Кому-то не хочется. Это ее право. Это не значит, что кто-то вот такая, кто-то иная. Нет, абсолютно. Наблюдают за мной. Есть профессионалы, смотрят, наблюдают, интересно им. Они не показывают свое, но они знают, что я есть. Кто я есть и уважают меня. Понимаете? Это не принципиально показывать. Просто кому-то хочется это показать. У кого-то есть ученики, она их учит, объясняет. Кто-то хочет миру подарить. Мы умеем радоваться за других. Если бы я не умела радоваться за других, я бы не дарила столько ритуалов для того, чтобы у людей было благополучие, и мне было бы от этого приятно. Согласны? Я бы не дарила. Я бы их продавала. Вы знаете, что мои ритуалы продавали одно время? Почему я эти книги издаю-то? Я их издаю, потому что на протяжении многих лет я слышала, что мои ритуалы за очень дорого продавались. Вы представляете? Я просто узаконила свои права, чтобы завтра, послезавтра будет какой-то спор или вопрос. Открою, покажу дату издания. Вот и все. И меньше стало это все. Я почему вышла на арену, я уже говорила 100 раз. Я вышла, потому что я устала видеть кражу моих работ. Я просто от этого устала. Я решила просто выйти и показаться. Потом я устала от этого мракобесия. Я решила народу просто показать, объяснить, как что происходит, что это есть на самом деле. Прояснить четко, ясно, не юлить вот вокруг да около про реинкарнацию духов, про, не знаю, там, колесо сансары и прочее, а говорить нормальным русским языком. Как, что, почему и каким образом, откуда что вытекает, и что получается, и что в итоге, и так далее. Эталоном ведьм это деревенские древние бабушки, которые были и добры, и злы, которые могли и наказать, и помочь, смотря как ты к ним пойдешь. Но в любом случае ведьма всегда была изгоем в обществе, она всегда была далека от всего. На нее смотрели с завистью, но в то же самое время приходили к ней просить. Ведьма всегда была яркая личность, она перетерпевала очень много ужасных моментов в своей жизни, которые потом становилась темой для шуток и анекдотов людей до того момента, пока они сами это все не переносили, не понимали, что смеяться нельзя. Она может выйти, как серая мышка, пойти за хлебом, никто ее не заметит, а может выйти, как королева. И никто не знает, что у этой королевы было там 2 часа назад в жизни. Ведьму пытались всегда скинуть, ведьма подвергалась гонениям. Это нормальная вещь. Но это и есть становление ведьмы. Когда она поворачивала свое лицо к этим людям и делала кое-что, начинались ханжеские выкрики, мол, как можно, как это аморально, как это не стыдно, там же ж люди невинные, дети. Но никто же не помнил, кто затрагивал боль этого человека. Тогда же можно было трогать, правда? Это ж нормально. Вот кобру, когда загоняет в угол, да, все толпой, и он начинает она оттуда брызгать яд, и все слепнут. Потом удивляется, кобра такая плохая, ну почему она так сделала? Но ведь ей приходилось это делать, чтобы себя спасти практически, да? Вот это и есть наш яд, которым мы защищаем себя. Природа дает каждому живому существу средства для самообороны. Зверю дают клыки и когти, змее дают яд, птице дают клюв и тоже коготки.
Муравью дают яд муравьиный и укус, который отгоняет. Некоторым насекомым дают жуткую вонь, чтобы отгоняли. Скунсу дают вонь. Каждое животное имеет средства самообороны, только человек не имеет. Самооборона человека – это его сила, которой боятся, это его власть, это его статус. Но это его оружие, либо, значит, настоящее оружие, которое носит с собой, клинок или там уже сейчас уже пистолеты, да, и автоматы. Либо та сила, которая дана человеку для того, чтобы отпугнуть своих врагов, гнать подальше и справиться с ними. Вот это оружие дано человеку. Я думаю, что суть ведьмы, знаете, это неисчерпаемая тема. Так легко просто за 2 ролика рассказать невозможно. Это человек, который просто видит столько всего, сколько не дано другим, и хорошо, что вам не дано, и вы можете спокойно спать. Сейчас очень модно стало играть в ведьму, сейчас очень модно стало корчить из себя ведьму. Но ведьме незачем кричать, что она ведьма. Ее и так видно за версту. Просто видно, и все. Есть какое-то внутреннее чутье, какое-то что-то внутри такое, что подсказывает, что эта женщина ведьма. И других вопросов нет. Всем удачи!